Друзья, всех приветствую на своем канале, с вами Павел Сидорик, и это канал о ремонте и отделке. В этой серии я начинаю делать электрику, это довольно-таки большой кусок работы, поэтому будет 2-3 серии. Перегородки мы возвели, теперь можно приступать к электрике. Вообще электрику можно делать до штукатурки, так и после штукатурки. В данном случае целесообразно делать электрику до штукатурки, так как разводка света будет по потолку, а затем потолок будет штукатуриться. Я покажу абсолютно весь процесс. Разметка, штрабление, прокладка кабеля, отверстия для подрозетников, установка подрозетников, сборка электрического щитка, слаботочка. Все, что будет делаться в квартире по электрике, вы увидите. Что вообще в квартире есть из электрики от застройщика? От застройщика есть такой вот внешний металлический щит с автоматами. Подключен всего один автомат, остальные просто декорация. Написано, что на перспективу можно их пустить, сделать под эти автоматы разводку. От этого электрического щитка запитана одна розетка. Ее, конечно же, мало, поэтому я сделал дополнительную. И временно мы сделали освещение, запитались от одного из автоматов. В квартиру входит вводной кабель, 3 провода сечением 10, многожильный. Оптоволокно. Скорее всего, что этот вводной кабель будет перетягиваться, потому что до того места, где будет стоять щиток, его не хватит. Паять мы его не будем. Есть возможность перетянуть. Если бы не было возможности перетянуть, то, конечно, вы купили какую-то муфту, такую серьезную. Этот щиток будет убираться, соответственно, переноситься будет также и оптоволокно. В санузле сделано заземление. Есть еще видеодомофон. В перспективе он будет висеть вот здесь. Прежде чем приступить к работе, нужен план электрики. План можно сделать в какой-то программе, либо начертить от руки. Для того, чтобы сделать план электрики, нужен план расстановки мебели. Вы должны знать, где у вас будет стоять какая мебель. Если у вас есть план расстановки мебели, то, соответственно, в принципе, электрику можно начертить по факту. Вы смотрите в свой план расстановки мебели, рисуете контуры мебели на полу, на стене и уже прикидываете, где хотите, чтобы у вас были розетки и выключатели. План расстановки мебели в своей квартире я нарисовал в скетчапе. Здесь у меня точные размеры помещений и высоты потолка. Вся мебель нарисована точно в размер и стоит на своих местах. Теперь можно прикидывать, где лучше всего разметить розетки и выключатели, чтобы было удобно и не мешала мебель. Если у вас есть такой проект, то это значительно облегчает работу по электрике. В проекте я могу посмотреть размеры любого предмета мебели и стен. Особенно это важно для кухни и санузла, где вся мебель будет встроенной. На чертеж проекта я потратил в скетчапе 2 дня, но я плохо знаю эту программу. Вообще любой человек, посмотрев уроки на YouTube, может сделать такой же проект. Теперь можно приступать к работе. Перед тем, как начинать делать электрику, нужно выполнить некоторые работы, связанные с основанием, с полом, так как электрика будет прокладываться в гофре по полу. Когда мы демонтировали стяжку, весь пол был в мусоре и выбоинах. Так как на полу будет шумоизоляция, основание надо привести в порядок. Все ляпы из раствора я счистил шлифмашиной по бетону. А вот выбоины остались, поэтому я принял решение все замазать и озадачил своего помощника. Замазывали цементной штукатуркой. Мне главное, чтобы основание с большего было ровное. Процесс замазки производится следующим образом. Сначала наносится штукатурка, затем срезается шпателем.
По итогу получился вот такой вот пятнистый пол. А теперь про материалы, которые будут использоваться в этой квартире. Материалов много, сейчас коротко по каждой позиции, а в конце цикла про электрику будет смета и стоимость. Начну с розеток и выключателей. Розетки EKF – это довольно-таки неплохой вариант по соотношению цена и качество. Качество электроустановочных изделий хорошее, а цена более чем демократичная. Розетки и выключатели из новой серии Валенсия. Будет использоваться двухклавишный выключатель, двухклавишный проходной выключатель, одноклавишные выключатели, розетки с заземлением, плюс розетки дополнительно с USB-портами для зарядки различных устройств. Сетевые розетки. А вот антенны не будет. Реально думали делать антенну на телевизор или нет, решили не делать. Буду использовать проверенный прием менять рамку на другой цвет. Получается, что вроде как выключатель белый выглядит обычно, а вот если поменять рамку на другой цвет, уже смотрится поинтересней. Рамки другого цвета покупаются отдельно. Механизмы и центральная часть остается от белой розетки. Вот как это выглядит. Для прокладки кабеля по полу используем гофру PND 16 и 20 мм. Клипсы для того, чтобы крепить гофру. Подрозетники 68 мм, глубокий и обычный. DIF-автоматы, реле контроля напряжения, вводной автомат, автоматические выключатели, EKF, серия Averis и Proxima. По ним более подробно расскажу во время сборки электрощитка. Встраиваемый электрощиток Proxima на 36 модулей. Встраиваемый металлический щиток для слаботочки. Щиток вообще классный, его покрасить из баллончика черной краской и будет просто огонь. Кабель для розеток силовых приборов VVG-NG-LS 3 на 2,5. Для разводки света будет использоваться два кабеля VVG-NG-LS 3 на 1,5 и VVG-NG-LS 2 на 1,5. Кабель обязательно должен быть ГОСТовский, сделанный не по ТУ, а именно ГОСТ. Ну и всякая мелочевка. Патроны для временного освещения, клеммники для коммутации. Коммутация будет производиться при помощи клеммников в подрозетниках. Дюбель-хомуты, наконечники НШВИ для щитка, термоусадочные трубки, клеммники для света. Все, что требуется для монтажа электрики. Приступаю к разметке. Инструмент для разметки стандартный. Рулетка, карандаш, уровни, красящая шнурка, большой угольник. Очень удобная штука для разметки – это распорная штанга, на которую ставится лазерный уровень. Первое, что я сделал по разметке, это нарисовал уровень будущей стяжки. Уровень отбил при помощи лазерного нивелира. Изначально стяжка была 10 см. Я толщину уменьшаю, весь пирог будет 7-8 см. На этом уровне ставлю метки по лазеру. При помощи красящей шнурки по меткам отбиваем линии. А теперь размечаем каждое помещение по порядку. В проекте про хрущевку я очертил электрику карандашом на листе бумаги. В этом проекте я поднял свой уровень знаний в программе SketchUp и все нарисовал на компьютере. Конечно же, делать все расчеты и разметку в программе гораздо удобнее, чем на бумаге. Можно даже убрать стены и мебель и оставить только электрику.
Разметка санузла. Над столешницей будет 2 розетки и 1 выключатель подсветки зеркала. В шкафу 2 розетки на стиральную и сушильную машины. Слева от входа терморегулятор теплого пола на высоте 90 см. Дополнительно будет выведен кабель для вентиляции и подсветки зеркала. Освещение в ванной будет 4 точечных светильника, в туалете 2. В туалете дополнительно еще будет выведен кабель 220 для бойлера. Теперь это все нужно разметить. Вот что получилось. Розетки и выключатель. Дополнительно еще прикинул разметку выходов на сантехнику. Здесь 2 розетки на стиральную и сушильную машину, а также выход воды и канализации на стиральную машину. Ну и последнее – это терморегулятор теплого пола. По свету разметил выходы на точечные светильники. Разметка кухни. В кухне на фартуке будет 6 розеток и 1 выключатель подсветки под верхним шкафчиком. Точная высота розеток будет определяться по раскладке плитки. Сейчас я просто выведу кабели. Розетки на духовку, микроволновку и холодильник я вывел сбоку в соседний шкафчик. Как альтернативный вариант, их можно вывести под шкафчик за цоколь. Розетки варочной поверхности и посудомоечной машины я тоже вывел в соседний от варочной поверхности шкафчик. Опять же, альтернативный вариант, их можно разместить за цоколем. За телевизором 2 розетки 220 и 1 розетка сетевая. Также дополнительно будет выведен кабель 220 для вытяжки. Будет 2 розетки под окном и 1 возле дивана. Начинаю размечать кухню. Первым делом отмечаю уровень будущей кухни, мебели. В процессе разметки очень удобно использовать 2 лазерных нивелира. Один основной с осями на 360 градусов и вспомогательный недорогой нивелир. Больше всего розеток получилось в районе кухни. По свету на кухне-гостиной будет центральная лампа, споты и трековый светильник. Что касается выключателей в квартире, они будут все на высоте 90 см от чистового пола. Ставлю лазерный уровень на штангу посреди помещения и за раз отмечаю все выключатели. Получается, что все они будут на одном уровне. Дальше размечаю комнаты. В комнатах провожу ту же самую процедуру разметки.
be shaken but not stirred. Just a lesson that I've learned, and so it goes. Tables turn, and you're on your own. When I think about the way we used to be, when I think about the things you took from me, I know that I am so much better off. When I look at what I've done, now I'm really hurt. When I look at what I've won, I've come so far. I know I'm so much better off, and baby, you don't belong. When I think about the way we used to be, when I think about the things. Если вы не знаете какие-то размеры, допустим, размер мебели или размер телевизора или стандарты размещения розеток и выключателей, все это можно посмотреть в интернете. Я, кстати, часто так делаю, потому что я не помню все размеры. После того, как все разметил, приступаю к резке штроп и сверлению отверстий под подрозетники. Инструмент для резки штроп и сверления отверстий для подрозетников. Отверстия буду сверлить при помощи коронки 72 мм. Важно брать коронку не 68, потому что подрозетник 68 мм, а именно 72. Тогда у вас будет небольшой запас, чтобы можно было нивелировать этот подрозетник по уровню. У меня блоки мягкие, поэтому я сверлю перфоратором. Если вы будете сверлить бетон, то тогда у вас будет срабатывать муфта. Надо брать какую-то мощную дрель. Выбивать все это я буду при помощи перфоратора. И, соответственно, штробы резать штроборезом. Глубина из расчета на 2 кабеля 2,5. Вот я прикидывал так. Обязательно средства защиты. Очки, маска и беруши. Или наушники. Ну и, конечно же, пылесос. Сейчас будем приступать к резке штроп и сверлению отверстий под подрозетники. Несмотря на то, что все это будет делаться с пылесосом, все равно будет присутствовать пыль. И, значит, я применяю следующую строительную хитрость. Есть вот такая вот штука. Это полиэтиленовая дверь. Я ее сейчас повешу на эту комнату, закрою. Мы там, внутри, в закрытом помещении все прорежем, затем пропылесошу все там и туда перенесем все вещи. И уже будем резать всю остальную квартиру. В таком случае у нас все инструменты и все вещи, которые есть в квартире, они останутся чистыми. И вообще такая вот дверь очень полезна в ремонте, потому что вы можете загерметизировать одно помещение и туда прятать одежду, вещи, там обедать, отдыхать. Там в этом помещении не будет пыли. Эта дверь многоразовая. Производитель Blue Dolphin. Потом ее можно будет снять и перенести на другой объект. Так как у нас газосиликатный блок и двусторонний скотч может плохо держаться, я еще дополнительно использую штукатурную ленту. Установка двери простая, она по периметру приклеивается на двустороннюю ленту, которая идет в комплекте. Дверь готова.
Продолжение следует. Know you've been a good friend, and that's in the thick and thin.